Ну, здравствуй, домик. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Лесной Строитель. Наконец-то мы с вами выбрались в поход. Целый месяц я не снимал видеоролики, и причина на самом деле объективная. Я все это время болел. Сегодня какой пятый, наверное, шестой день, когда я уже более-менее себя нормально чувствую. И такой втягивающий поход решил организовать сюда, к домику Вовки с канала TheVovka.com. Как вы уже помните, в том году я здесь был, ночевал вот в этом домике на дереве, который тоже построил Вовка. Ну а по прошествии года, прошлым летом, он построил еще вот такую вот избушку. Небольшую избушку, баню. Париться я в ней сегодня не буду, но заночевать планирую. Как вы видите, снега у нас просто невероятное количество выпало. Здесь еще, кстати, почему-то его не так много. Видимо, люди сюда приходят, посещают и притоптали, утрамбовали снег. А пока я шел по лесу, сами видели, да, в некоторых местах прям вот так вот проваливаешься. Ощущение, конечно, классное, шикарное, особенно учитывая, что в том году снега было катастрофически мало. По плану сегодня зайти в баньку в избушку, навести там порядок, поделать небольшие дела, запасти дровишек на ночь, оставить презенты, которые я сюда принес для Вовки. Ну и вообще посмотреть, перенять, может быть, опыт какой-то для себя, да, может быть, вдруг этим летом, почему бы, собственно, и нет, в голову придет такая мысль, тоже построить баньку, либо избушку, да, маленькую. Вовка молодец, справился, и я думаю, каждый из нас, каждый мужчина может справиться с этой задачей и построить точно такой же домик красивый. Давайте зайдем в избушку, посмотрим, как она там внутри обустроена. Снаружи вид пока просто великолепный, согласитесь. Толстый снег на крыше лежит, сантиметров 25, наверное. Ну, и с боков снежочек тоже навалил, нормально присыпал. Я думаю, сегодня здесь будет теплая ночевка. Пойдемте внутрь.
Отлично. Запах бани просто невероятный. Несмотря на довольно-таки скромные размеры, скажем так, да, очень уютненько, очень все аккуратно сделано. Каждое бревнышко прям одно к одному лежит. Здесь бревна на стенах тоже идеально ровно лежат. Честно говоря, смотрю и завидую, потому что у меня так не получается. Смотрите, веники дубовые. 1, 2, 3, 4 штуки лежат. Пила, печка, каменка с камнями, на которой можно будет плескать кипяточком и поддавать жару. А вид, конечно, да, классный. Такой уютненький домик, избушечка. И еще великолепный вид на лес сосновый. Шик, блеск. Вечером будет просто великолепно здесь, я в этом уверен. Я думал, перевесит.
и выбросит вот это вот дерево застрявшее. Ну, вон там прям видно, да, на сломанном дереве застряло два бревна, считай. Попробую сейчас отпилить, может быть, вот здесь вот еще вот этот длинный кончик, или, может быть, подергать как-то за него. Смотрите, уже все, вон, буквально полчаса-час и будет совсем темень. Ну да ладно, основное я успел сделать. Я так думаю, этих дров на ночь мне точно хватит. Сейчас достану презенты для Вовки, которые я ему принес. Это в первую очередь лопата. Вот такая вот. Сейчас мы ее сделаем с вами. Совковая лопата будет для уборки снега. Все-таки снега в этом году много. И я еще увидел у него в роликах, он пользуется тазиком для бани пластиковым. Но это как-то не по фэншую, скажем так. Поэтому я ему принес вот такой вот оцинкованный тазик. И я думаю, он ему прослужит очень-очень долго.
Слушайте, ну отлично, по-моему. Теперь здесь есть такая вешалка для рюкзака на входе. Но дело в том, что это баня, и не всегда целесообразные вещи заносить в баню, да, тем более если человек будет париться. Добро предварительное от Вовки я получил на все, что угодно, то есть это все согласовано, поэтому я думаю, все будут довольны, и гости, которые будут сюда приходить, и Вовка, хозяин дома. Воспользовался сверлом этим. Вообще классная штука. В принципе, можно с помощью него крепить без гвоздей бревна. Ну, например, строить избу, да, можно и вот так вот вкрутил, и потом подобрал по диаметру подходящую ветку, ствол дерева, да, и забил. И за счет этого будет такое крепление надежное и, самое главное, бесплатное, да, то есть гвозди покупать не надо. Классная штука. Я думаю, это сверло мне в любом случае пригодится. Сейчас еще давайте сразу сделаем финскую свечку с помощью этого сверла и будем ее сушить около печки. Фух. Ну что, отлично, помещение прогрелось, уже 20 градусов тепла, уютно, комфортно. И обратил внимание, что здесь у Вовки не было веревки для того, чтобы подсушить вещи около печки. Благо у меня как раз была небольшая веревочка, вот такая, буквально там метр, с собой в рюкзаке всегда носил. И, соответственно, к потолку прибил. Теперь можно будет хотя бы перчатки, там, шапку, еще что-то. Раз, повесил, подсушил. И уже утром в сухой одежде уходить отсюда. Очень уютненький домик такой. И знаете, я что хочу сказать. Мне такие помещения даже больше нравятся, чем большие. Да? Казалось бы, то есть у меня у самого там огромный дом под землей построен. Но именно атмосфера такая уюта и комфорта, полностью погружение происходит вот именно в таких маленьких помещениях.
столика не хватает. Ну, я думаю, где-то вот здесь буду готовить, на нижнем ярусе. И уже сидеть, с вами общаться буду потом уже там, на верхней полке. Сейчас отогреюсь, просушусь, в конце концов, потому что и дорога дальняя была, и подмерз, еще и снегодождь зарядил, сами все видели. То есть капает, капает, идет и валит, и валит. Постоянно какой-то он мокрый снег. Даже, наверное, ну, реально как снег с дождем, то есть дождь. Ну, а пока я здесь нахожусь внутри, все равно заняться нечем. Буду дырявить еще и вот эту стену. Сделаю вешалку, и потом пойдем с вами уже займемся лопатой. Сделаем Вовке лопату. Почистим снег, немножко тут раскидаем. И в целом все. Можно будет заниматься ужином. Ну, предварительно еще здесь все подмести, потому что тут я бардак такой конкретный устроил, пока дрова заносил, пока туда-сюда ходил. Все аккуратно смести, подмести и уже потом спокойно наслаждаться времяпровождением внутри теплого помещения и общением с вами. Тоже буду наслаждаться, соответственно. Становится жарко, уже начинаю потеть. И я так думаю, самое время как раз выйти на улицу и заняться очисткой снега. Хотя бы здесь вокруг, не вокруг, а спереди, на лицевой стороне избушки. Почистим снег. И уже как раз, я думаю, к этому моменту подсохнет наша финская свечка. И проведем испытания, запалим ее и будем готовить вкусную еду. Посидим на улице с комфортом, в удовольствие. Пойдемте.
наконец-то пришло время отужинать. И на ужин у меня сегодня будет деликатесное блюдо. Как вы уже успели заметить, какие-то кости. Но это не какие-то кости, это мозговые кости. Рецепт их приготовления очень простой. Как всегда, я стараюсь максимально эффективно расходовать время в таких походах. То есть, и чтобы было вкусно, и в то же время, чтобы было быстро. Не всегда это удается, но сегодня, я надеюсь, получится. Итак, чтобы их приготовить, ничего делать не нужно, по сути. То есть сейчас я сделаю подобие тарелки из фольги. Полью подсолнечным маслом, смажу всю вот эту вот тарелку, да, фольгированную. Выложу туда вот эти вот кости. И просто посыплю специи, соль. И все. И поставлю запекаться эту тарелку в печь. Ну и заодно еще я хлеб нарежу кусками. Тоже для хлеба сделаю тарелку, на которой уже потом, после того, как я уже достану мозговые кости, прям буквально на 5 минут брошу туда хлеб, чтобы он тоже поджарился и такие тосты получились. После чего на эти тосты свежеприготовленные буду вот эту вот жижу, вот эту вот, я не знаю, как правильно назвать это, ну, короче говоря, вот эта вот субстанция, которая здесь вот внутри костей, буду намазывать на хлеб и есть. Ну, еще можно, кстати, добавить лучок, укроп и, в принципе, любую зелень. Ну, а вы не забывайте, что тоже можете вместе со мной что-нибудь вкусненькое приготовить, поэтому бегите к холодильнику, берите что-нибудь и давайте срочно шинкуйте, режьте, нарезайте, заправляйте, салаты, я не знаю там что. Приятного вам аппетита! Ну а пока мозговые кости запекаются в печи, мы с вами можем посидеть и пообщаться. Да, конечно, год начался не очень хорошо. С болезни где-то, получается, я 2 января слег с температурой. И неделю, наверное, температура вообще у меня не спадала. В итоге
когда температура закончилась, вроде бы все, думал, уже почти выздоровел, но чувствую какая-то слабость такая. И хорошо, что я не стал увлекаться вылазками на природу, никуда не ходил. Думаю, нет, все-таки надо дома отсидеться. В итоге, сидя дома, я получил осложнение на ухо, представляете? То есть у меня начались проблемы с ухом. Его заложило и 3 или 4 дня не откладывало. Вот, короче говоря, с этим ухом, с этим осложнением я долго пролечился. В итоге выяснилось, что у меня еще и носовая перегородка неправильная. Ну, внутри она неправильной формы. А я все думал, что такое. То есть у меня на протяжении всей моей жизни я ртом вдыхаю нормально, а носом постоянно мне не хватает кислорода. То есть идешь, там, ну, нагрузки какие-то, и вдыхаешь, и как будто не поступает кислород. Получается, 20-го, там, 22-го где-то декабря я последний раз в походе был, а сегодня уже 19 января. День рождения у меня, кстати, прошел под эгидой болезни тоже очень удачно. Нет бы отмечать его, да, там как-то, ну, праздновать, а в итоге было не до этого. Ну, самое главное, подарок я себе сделал великолепный. Это новая камера, на которую, кстати говоря, сейчас я и снимаю. Ну, а кто еще может сделать подарок лучше, чем сам себе? А как вы провели новогодние праздники? Может быть, тоже кто-то, не дай бог, болел? Напишите обязательно об этом в комментариях. Ну и вообще, просто как прошли ваши праздники, выходные. Пишите, будет интересно почитать. Ну и пообщаемся заодно. Не забывайте и в телеграм-канал подписываться тоже. Есть группа телеграм-канал, «Лесной строитель» называется. Там уже что-то 5 с чем-то тысяч подписчиков. Периодически такое живое общение проходит у нас. Я стараюсь по возможности отвечать на вопросы. Ну, естественно, на адекватный вопрос. То есть, если человек неадекватен, то он сразу отправляется в бан. И там, кстати, это происходит намного быстрее, чем в Ютубе. Потому что в Ютубе я не всегда успеваю все комментарии прочитать. И, соответственно, защита от дурака не так хорошо работает, как в Телеграме. Смертельный номер. Выглядит все аппетитно. А вот как это будет на вкус, я не знаю. Мозговые кости ем сегодня первый раз. Берем хлеб. Берем кость. Не знаю, какую взять, но давайте вот эту вот. Накладываем вот эту вот мягкую субстанцию сюда. Ну-ка. И посыпаем зеленью. У меня вот так вот получилось. Весьма съедобно. Я боялся, что вообще будет какая-то ерунда прям. Чем-то, знаете, на холодец похоже. Вообще классная штука. Очень вкусно, но для меня все-таки слишком жирно. Я не знаю, то есть, может быть, для кого-то это нормально, но это перебор. Но вкусно, еще раз повторюсь, таки прям буквально вот 2 косточки, 3 максимум, это вот самое то. Я приготовил 5, но 5 это все-таки лишнее. Ну а после вкусного ужина, самое главное что? Правильно, попить чай. Финская свечка у нас с вами как раз таки уже полностью высохло все это бревно. Сейчас
прибьем несколько гвоздей, 3-4 штуки, чтобы можно было поставить ковшик. И запалим ее. И заодно посидим на улице, посмотрим, что там вообще происходит. Доброе утро, дамы и господа. За окном опять идет снежок, насыпает там конкретно. Ночью где-то, наверное, до 2 часов я топил печку и лежал вообще без спального мешка. Даже снял с себя термобелье. Ну, в печь я ничего не закидывал, то есть и где-то, наверное, часов там в 5-6 похолодало уже. И, естественно, достал спальник, укрылся им, и, в общем, нормально. Сейчас печь опять затопил уже. И прямо очень быстро становится тепло. Уже 25 градусов уже, нормально. Впечатление о доме, ну, великолепный просто, об избушке. Несмотря на ее размеры, повторюсь, такие скромные, да, там 2 на 2 метра. Мне очень здесь нравится тем, что здесь прям уютненько так. Места мало, но оно все твое. Не надо бегать из одного угла в другой. То есть вот все под рукой. Здесь вещи, здесь там, не знаю, стакан с водой. Здесь ты лежишь, здесь сидишь, тут готовишь, тут печка. Ну, все вот так вот в шаговой доступности. То есть руку протянул и достал. Очень мне это нравится. И самое главное, что мне нравится, конечно, да, прям аккуратненько все так сделано. И крыша, да, то есть всего лишь по бокам. Сколько там, 5 венцов, по-моему, лежит. Ну, может, 6, не знаю. И крыша сделана за счет, ну, центральной, да, за счет того, что она двускатная такая, за счет того, что по центру высоко подняты бревна, вот эти вот задние венцы и передние. За счет этого крыша получается такая двускатная. И посередине практически высота там 1,90 м, наверное. То есть я немножко не помещаюсь и немножко вот это вот бревно задеваю. Вот. А по бокам, ну, прям совсем низко. Ну, по сути дела, в плане экономности и эффективности строительства это, наверное, классное решение. Потому что, по сути, зачем по бокам там стоять, да? Ты зашел, здесь что-то там поделал и лег.
либо там париться, либо сиди, парься, да, либо стой, парься. Ну, самое главное, что по центру место есть. Я это к чему все веду, что в принципе такое строение и по времени не так уж и долго возводить. Почему бы не попробовать тоже, может быть, когда-нибудь сделать такую избушку сказочную в сказочном лесу. Ну что, дорогие зрители и подписчики канала Лесной Строитель, вот и подошла наша с вами встреча к концу. Ну, я думаю, мы в любом случае очень скоро с вами вновь увидимся. Спасибо, что провели это время вместе со мной. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Ну и, конечно же, пишите комментарии о том, кто как провел Новый год, кто болел, кто не болел, какие подарки получил. Пообщаемся. И, конечно же, не забывайте подписываться на телеграм-канал Лесной Строитель. До новых встреч. Пока-пока.